Привет! Добро пожаловать на этот канал! Сегодня я расскажу, как подготовиться к полету с детьми, что нужно взять с собой в самолет, чтобы ваш полет прошел весело и комфортно, а также поделюсь лайфхаками, которые сильно упростят вам жизнь. Обязательно досмотрите это видео до конца. Всю подготовку можно разделить на 3 этапа. Это до полета, в аэропорту и в самолете. Что вам предстоит сделать до полета? Конечно же, подготовить документы. Я рекомендую хранить документы в одном месте, но так, чтобы их легко было достать, не переворачивая при этом весь рюкзак. Когда мы путешествуем, я всегда беру сумку через плечо. Она такая маленькая, поясная, можно сказать. Эту сумку я никогда не снимаю, но в ней в быстром доступе находятся деньги, документы и телефон. В аэропорту вас ждет много проверок документов, поэтому документы должны храниться в удобном доступе, но так, чтобы их не потерять. Важно знать одно правило. Эта сумка не снимается никогда. Еще до того момента, когда вы отправитесь в путешествие с детьми, расскажите им, что их ждет. Расскажите им план полета. Познакомьте их с правилами, которые приняты в аэропорту. Познакомьте их с правилами, которые приняты на борту самолета. Что можно сделать, что нельзя делать, как нужно будет себя вести. Расскажите детям то, что вы ожидаете от них получить. Конечно, это не гарантия хорошего поведения ребенка, но ребенок уже будет знать, что от него ждут взрослые. Но, пожалуйста, не драматизируйте и не нагоняйте тревожность. Тревожность дети считают за 1 секунду. И будут нагнетать эту тревожность еще больше и больше, и, скорее всего, эта тревога доведет их до такого состояния, что они начнут болеть. Поэтому просто спокойно рассказывайте, что мы планируем поехать в отпуск. Вот такая-то страна, столько времени мы проведем в аэропорту, потом мы сядем в самолет, в самолете будет то, а потом мы приедем и будем отдыхать. Спокойно, без нервов, без стрессов. Поездка в отпуск – это такое волнительное мероприятие, но не передайте это волнение детям. Подумайте, что вы будете делать с коляской, как вы будете передвигаться с ребенком в аэропорту и до того момента, пока вы сядете в самолет. Коляску-трость можно сдать в багаж, ее же можно сдать, когда вы заходите на борт, и вам ее отдадут, когда вы приземлитесь, либо, в зависимости от аэропорта, вы ее получите на багажной ленте. Также есть замечательные коляски, которые можно сложить, и они будут выглядеть как чемодан. Эти коляски не обязательно покупать, они очень дорогие, но их можно взять в аренду. Коляски вам могут привезти как в дом, где вы живете перед отпуском, либо вы можете заказать их прямо в аэропорт. Эту коляску можно будет взять с собой на борт, и она сложится так, как складывается маленький чемодан, и вы легко поместите эту коляску в отсек для ручной клади. С одной стороны, это большие габариты, и не очень будет удобно таскать везде за собой эту коляску. Но вы же знаете, как быстро у детей устают ноги. И они, конечно же, попросятся к вам на ручки. И вопрос, сможете ли вы столько времени провести с ребенком на руках. Поэтому я все же рекомендую использовать коляску и не сдавать ее в багаж сразу. Аптечка. Аптечки должно быть 2. Одну расширенную версию аптечки вы положите в багаж, а уменьшенную аптечку вы возьмете с собой. Что конкретно положить в эту аптечку? Проконсультируйтесь со своим педиатром. Однако вы должны знать, что в этой аптечке должны находиться лекарства от температуры, антигистаминные лекарства, обязательно берите лекарства от кишечных расстройств, мазь от укусов, препараты для обработки ран, электронный градусник и, если вы едете в жаркие страны, то SPF-крем. Заранее подготовьте одежду для ребенка, которую вы возьмете с собой в ручную кладь. Во-первых, вы наверняка знаете, но я еще раз это проговорю, что одежда в полете должна быть удобная. Пожалуйста, не надевайте никакие узкие джинсы, неудобные кофты. Максимально что-то комфортное, приятное, дышащее, легко тянущееся, чтобы ребенку было комфортно. Итак, давайте с вами переместимся в аэропорт и подумаем, как можно себе облегчить путешествие с ребенком
и сделать так, чтобы оно прошло максимально комфортно. Посмотрите на стойку бизнес-класса в аэропорту. Не во всех, но очень часто. Если на этой стойке нет людей, которые проходят регистрацию, семьи с детьми могут подойти к этой стойке и попросить их зарегистрировать. Практически никогда никому не отказывают. Если вы используете VIP-сервисы, то вас встречают определенные люди в аэропорту, проводят вас в специальные зоны регистрации, где нет обычно других людей. Вы проходите без очереди таможенный контроль, проходите регистрацию на рейс без дополнительных очередей. И это все очень удобно и стоит на самом деле не таких больших денег, но это принесет гораздо больше комфорта вашему путешествию. Чем занять ребенка в аэропорту? В каждом аэропорту есть игровые комнаты. Эти все комнаты, они очень интересные, интерактивные, и вы сможете здорово скоротать время до полета. Также возьмите, например, какие-нибудь книжки с наклейками про аэропорт. Обязательно сходите с ним, посмотрите на самолеты, посмотрите, как работают разные службы аэропорта. Это все очень-очень-очень интересно, ведь в обычной жизни ребенок редко бывает в аэропорту. Итак, начинается самое интересное. Ребенок в самолете. В этом блоке у меня есть для вас два очень-очень классных лайфхака. Обязательно досмотрите до конца. Что нужно знать здесь самое главное? Пожалуйста, заходите последними. Объясню почему. Если вы зайдете одними из первых, то пока будет длиться посадка 30-40 минут, ваш ребенок уже наиграется. Он уже наиграется со шторкой, он уже наиграется с журналами. Он уже там на кнопочки все понажимает, все ему будет интересно. И к моменту тому, когда самолет будет взлетать, пройдет где-то полчаса, когда ребенок наигрался тем, что находится вокруг него. Чтобы это не допустить и сэкономить себе полчаса, заходите в самолет последними, одними из последних. И ребенок начнет играть, когда как раз таки самолет будет взлетать, вы это время не упустите. Из всей протяженности полета полчаса у вас уже будет занято. Если у вас есть такая возможность, подгадайте полет под сон ребенка. Нет никаких гарантий, что ребенок будет спать. Однако у вас будет 50% вероятности, что, возможно, часть времени он все-таки поспит. Если ваш малыш будет кричать в полете, пожалуйста, не обращайте внимания на других людей, которые будут фыркать, вздыхать или что-то еще. Если с вами летят родители с другими детьми, они будут думать: слава богу, что кричит не мой. Если с вами летят те, у кого нет детей, им просто вас никогда не понять. Они просто не были на вашем месте. Поэтому не обращайте внимания. Постарайтесь успокоить малыша и думайте только об этом. О других людях не думайте. Думайте о своем ребенке, ведь раз он плачет, значит ему плохо, значит что-то не то. Постарайтесь решить эту проблему, насколько это возможно. Если вы видите, что самолет не полный, попросите стюардессу, чтобы вам разрешили пересесть. Вам действительно будет комфортнее и не беспокоить других пассажиров, и чтобы у вас было больше места. Игрушки в самолете. Чем занимать ребенка? Многие родители категорически отказываются от планшетов и телефонов. Они против мультиков. Но почему бы не сделать исключение? Это сложный момент, перелет, это большой стресс. Если ребенка можно будет отвлечь, почему бы нет? Поверьте, весь перелет ребенок не сможет смотреть мультики. Это все равно волшебная таблетка, только буквально на пару часов, а то и на полчаса. Поэтому не отрицайте полностью планшет и телефон, возьмите его с собой. Помните, как доктор Комаровский говорит, что в каждом аэропорту должен быть установлен памятник свинке Пеппе? Еще способы, чем можно развлечь ребенка в самолете. Возьмите какие-нибудь книжки с наклейками, книжки со шнурками, книжки с интерактивными какими-то окошками. И на это тоже заложите где-то от 15 до 30 минут. Возьмите с собой кубик Рубика, ребенку будет интересно что-то покрутить. Если вы берете игрушки, то, пожалуйста, не показывайте все игрушки сразу. Когда ребенок наиграется одной игрушкой, предлагайте ему другую. Если ваш полет длится, например, 3 часа, то заложите на каждую игрушку где-то 20-30 минут. Все, конечно, зависит от возраста. Маленьким детям нужно чаще менять, но они на 10-й игрушке забудут, когда они играли с первой. Эти игрушки должны быть какими-то маленькими. Пусть они даже легко ломаются, и пусть они даже сломаются в конце полета, все равно самое главное, что ребенок занят.
по одной игрушечке ему достаете, одну забрали, другую дали, одну забрали, другую дали. И весь полет можно вот так вот их менять. Пока ребенок наиграется с 10-й, он уже забудет про первую игрушку. Есть еще такие travel боксы. Это не реклама, но если вы не хотите заморачиваться и думать, какие игрушки взять с собой, люди уже подумали и сделали свои travel боксы, которые можно просто купить на сайте в зависимости от возраста и взять их с собой. Они продаются в таком удобном рюкзачке. Если ваш ребенок такой непоседа и вы знаете, что он долго не усидит, старайтесь брать кресло как можно ближе к проходу, чтобы, если нужно, встать с ребенком и походить, погулять по салону. Что касается сна ребенка в самолете, есть несколько способов, как можно организовать это так называемое спальное место. Есть такие пледы-трансформеры, плед-подушка, которые в закрытом состоянии, они выглядят как маленькая подушка, и ребенок может на нее лечь. А если будет холодно, то эту подушку можно раскрыть, развернуть, и она станет таким большим достаточно пледом, чтобы ребенка можно было накрыть. Еще есть такой лайфхак, когда вы просто берете самую обычную наволочку от детской подушки, просто складываете ее с собой. И когда ребенок захочет спать в самолете, вы берете его курточку или кофту, сворачиваете, так чтобы молнии, конечно, были внутри. И эту кофту или куртку вы просто засовываете в эту наволочку, и у вас получается такая мягенькая подушка, и вам не нужно ничего с собой дополнительно вести. Ну и, конечно же, если у вас совсем крошечный малыш, вы можете взять в самолете люльку. Люлька прикрепляется напротив первых сидений, и это нереально удобно. У родителей появляются свободные руки, можно поесть, посидеть спокойно, зная, что ребенок в порядке. Теперь поговорим про питание на борту. Детское питание разрешено проносить на борт. Вы самой можете взять из дома сумку-холодильник и пронести столько питания, сколько вам нужно, столько жидкости, сколько вам нужно. Скорее всего, что дети откажутся от самолетной еды. Поэтому возьмите заранее дома то, что дети любят. Единственное, что вас могут попросить открыть бутылочки и выпить, доказав тем самым, что вы не везете ничего запрещенного. Неизвестно, как отреагирует организм ребенка на самолетную еду. Поэтому если ребенок будет есть то, к чему он привык, что он любит, это будет максимально хорошо как для вас, так и для ребенка. Еще есть удивительная бутылочка для смеси. Я когда о ней узнала, я поняла, что она решает проблемы всех мам, которые кормят искусственным питанием. Вам не нужно больше таскать с собой эти мерные ложки и отмерять то количество смеси, которое вам нужно для того, чтобы покормить ребенка. Вы можете заранее дома отмерить нужное количество смеси в эту бутылочку, и вам не нужно больше брать эту большую банку смеси, отмерять ложками, добавлять воду. Это все же крайне неудобно. Вам просто нужно будет добавить теплой водички. Кстати, где взять эту теплую воду? Можно попросить у стюардесс теплой воды, чтобы разбавить смесь, а можно просто взять с собой небольшой термос. Ссылку на эту бутылочку я оставлю в описании. Я ее нашла, правда, на иностранном сайте, но посмотрите, вполне возможно, что ее уже продают и на Wildberries, и на Озон. Это настоящая находка, если родители путешествуют с грудничками и те находятся на искусственном питании. И еще один очень классный лайфхак. Можно взять с собой вот такую вот обычную сумку. Она картонная, самая обычная сумка. И в эту сумку вы кладете то, что вам нужно будет иметь под рукой, когда вы будете сидеть в самолете. Вы же не сможете постоянно лазить наверх и что-то доставать из ручной клади. Или если ваш рюкзак лежит под сиденьем, впереди стоящего кресла, то это будет тоже очень неудобно. Все-таки у вас же на руках будет ребенок. Поэтому в эту сумку вы кладете все, что вам нужно. Салфетки, вода, может быть какое-то даже питание, игрушки, все, что вам нужно вот так взять и быстро достать. Эту сумку ставите вниз и просто чуть-чуть наклонившись, у вас все под рукой, все, что вам нужно, вы достали. Это очень-очень классный лайфхак. Обязательно его используйте. Он сохранит вам много сил и все будет у вас под рукой. Друзья, если у вас есть свои лайфхаки, как вы путешествуете с детьми, обязательно напишите про это в комментариях. Давайте обмениваться опытом. Обязательно подписывайтесь на этот канал, отправьте это видео друзьям,
который собирается в отпуск с детьми. А я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем выпуске. Пока!